Приветствую вас на канале Техревизор. Газовые колонки служат для быстрого нагрева воды в доме или квартире проточным способом. Я подготовил рейтинг лучших газовых водонагревателей на 2024 год, в который вошли модели разной тепловой мощности и производительности, отличающиеся исполнением, характеристиками и стоимостью. При составлении топа я обращал внимание не только на рабочие параметры газовых колонок, но и на их популярность, надежность и удобство эксплуатации. Присоединяйтесь к нам, нажав на кнопку подписки и колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах. Ну и не забываем поставить лайк, если вам понравился ролик. Усаживайтесь поудобнее, а я начинаю. На пятом месте рейтинга стоит Baxi SIG-211i. Эта модель сочетает надежность, простоту установки и хорошие рабочие характеристики. Она оборудована латунной гидравлической группой, газовой горелкой из нержавеющей стали и жаростойким медным теплообменником с защитным покрытием от низкотемпературной коррозии. У колонки открытая камера сгорания и полный комплекс защитных опций. Это ионизационный электрод для контроля горения, датчик тяги, регулятор расхода газа и мощности, датчик перегрева воды. При обнаружении каких-либо неполадок срабатывает автоматическое отключение. Модель тепловой мощностью 19 кВт обеспечивает производительность 10 литров в минуту. Она способна работать при давлении воды до 10 бар. Управление представлено двумя регуляторами и небольшим дисплеем, на котором отображается температура воды. Надежный электронный блок управления обеспечивает управление розжигом и подачей газа на горелку. Расход газа составляет 2,3 кубических метра в час. При желании колонку можно подключить к баллонному газу. Немного меньшим расходом характеризуется следующий участник нашего рейтинга – Вилтерм S11. Четвертое место занимает Вилтерм S11. Это более доступная и весьма популярная модель с оптимальными рабочими характеристиками. Газовая колонка обладает немного меньшей тепловой мощностью, чем предыдущая – 17,9 кВт, но при этом более производительная – 11 литров в минуту. По исполнению и качеству комплектующих к этой колонке придраться сложно. У нее надежный латунный водяной узел, медные трубы и теплообменник, многоступенчатая система безопасности. При отсутствии пламени, газа или тяги в дымоходе водонагреватель автоматически отключается. Отключение происходит и при перегреве воды или ее отсутствии. Эта колонка проста в установке и обслуживании, все комплектующие доступны. Расход газа составляет 2,2 кубических метра в час. Это достаточно экономичный показатель. При необходимости возможна работа на сжиженном газе, как и у большинства колонок. Эта модель стабильно работает даже при слабом напоре воды – от 0,15 до 10 бар. Для слабого напора в системе подойдет и следующая колонка Electrolux GWH-10 Nano Plus 2.0. Тройку лучших открывает Electrolux GWH-10 Nano Plus 2.0. Эта газовая колонка выделяется узким исполнением, глубина по корпусу всего 18,5 см. Она не будет занимать лишнего места и хорошо впишется в интерьер за счет лаконичного современного дизайна. У нее оригинальная панель управления черного цвета, представленная двумя круглыми регуляторами для изменения уровня огня и интенсивности нагрева. Есть здесь и дисплей, на котором отображается температура. Регулировать уровень нагрева можно с точностью до 1 градуса. Этот проточный водонагреватель выделяется высокой тепловой мощностью в 20 кВт и оптимальной производительностью 10 литров в минуту. Как и прочие участники рейтинга, модель наделена всеми обязательными защитными опциями, включая защиту от перегрева и включение без воды. Есть у нее и контроль защиты пламени, и предохранительный клапан для исключения избыточного давления. Колонка стабильно работает при низком давлении воды – от 0,15 бара. Следующий участник рейтинга, Zanussi GWH-10 Fonte, обладает такой же высокой тепловой мощностью. На втором месте стоит Zanussi GWH-10 Fonte. Это самая доступная модель в моем рейтинге и одна из самых популярных среди покупателей. С учетом ее оснащения и характеристик можно смело сказать, что это одно из лучших предложений надежного производителя на рынке, и качеству его продукции можно доверять. Колонка выполнена в стильном дизайне за счет стеклокерамической поверхности. На лицевой панели есть удобные регуляторы для выбора настроек и дисплей, на котором отображается температура нагрева.
Что касается внутреннего оснащения, здесь также все надежно. Горелка из нержавеющей стали, медный теплообменник с защитным покрытием. Комплектующие качественные и с длительным сроком службы. Еще одно важное преимущество модели – самый низкий расход газа в рейтинге – 2 кубических метра в час. В обязательном порядке производитель предусмотрел и многоступенчатую систему защиты. Датчик тяги дымохода, защитное отключение при отсутствии пламени или воды, защита от перегрева, клапан давления. Модель рассчитана на рабочее давление воды в пределах 8 бар. Производительность колонки стандартная – 10 литров в минуту, а тепловая мощность на высоком уровне – 20 кВт. Хотя у лидера топа Ariston Next Evo рабочие характеристики еще более внушительные. Первое место занимает Ariston Next Evo SFT11NG EXP. Эта газовая колонка выполнена в элегантном узком корпусе. Глубина составляет всего 16,7 см. Хочется отметить плавные линии корпуса и сенсорную панель управления с дисплеем. Еще одно ключевое отличие модели – это закрытая камера сгорания. То есть воздух для горения берется снаружи, а не из помещения, что более безопасно. Неудивительно, что и стоимость модели превосходит аналоги с открытой камерой сгорания. Колонка разработана в Европе, но специально для работы в России. Поэтому она рассчитана на работу при минимальном давлении воды в системе от 0,1 бара. Также она оборудована надежными компонентами, электронным контролем температуры и современной системой безопасности. Модель выделяется самой высокой тепловой мощностью в рейтинге – 21,5 кВт и хорошей производительностью – 11 литров в минуту. При этом расход газа у нее вполне экономичный – 2,2 кубических метра в час. В целом, это оптимальная колонка для тех, кому внешний вид не менее важен, чем надежность и качество. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о выходе новых рейтингов и обзоров техники. А с вами была команда канала Техревизор.